Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня продолжим нашу видеосправку по аддону Сверчок для Blender. Сегодня мы ознакомимся с интерфейсом и рабочим пространством этого аддона. Мной создана новая вкладка для работы со сверчком. Вот она. Перейдем на эту вкладку и настроим рабочее пространство сверчка. В типе редакторов выберем сверчок Nodes. Вот он, наш редактор сверчка. Здесь мы имеем две панели, справа и слева. На панели справа есть следующие разделы. Сверчок. Экспорт, импорт, основные утилиты, свойства нодового дерева и активные нодовые дерева. На панели слева у нас раздел предустановок и раздел сверчок Nodes. В разделе предустановок у нас есть менеджер пресетов. Сверху расположено меню «Вид», «Выделение», «Добавить», «Ноды». Дальше у нас управление нодовыми системами. Дальше у нас кнопка возврат к родительской нодовой системе. Потом идет привязка. И в конце у нас меню примеров. На вкладке моделирования у нас также в разделе инструментов появилась вкладка сверчок. О ней мы поговорим чуть попозже, когда будем изучать непосредственно ноды. Теперь мы вернемся на вкладку сверчок и рассмотрим панели более подробно. В разделе импорт и экспорт, понятно из названия, здесь мы можем импортировать файлы в формате JSON, либо экспортировать свои работы в файл JSON, либо в архив Blender. Основные утилиты. Здесь две кнопки. Показать последние комментарии или комментс. Честно говоря, не знаю, что это такое. И проверить обновление. Проверка обновления позволяет проверить наличие обновлений и при необходимости установить их. Раздел свойств нодового дерева. Здесь отображаются все нодовые деревья, заданные вами. Есть возможность управлять ими. Об управлении я расскажу, когда мы перейдем к изучению нод. В разделе «Активное нодовое дерево»
нам будет наиболее интересно галочки показать ошибку и детализировать ошибку. Вот. С левой стороны у нас наиболее интересный это раздел менеджер пресетов. Здесь есть некоторое количество уже предустановленных пресетов. И также мы можем сохранять свои работы в виде пресетов. И последняя нода сверчка. Это в принципе дублирующая панелька аналогично добавить ноду. Только она в виде кнопочек здесь отображается. Хотя я, в общем-то, ею не пользуюсь. Чаще всего либо через меню, либо через справку, которая вызывается клавишем Alt-пробел. Здесь мы можем набрать название ноды, которую ищем. Ну, к примеру, линия. Выбираем, и вот у нас появляется нода линии. Ну, на сегодняшний день мы закончим. Так что основное это было ознакомить вас с рабочим пространством и где что расположено. До свидания. Надеюсь, что вас заинтересовало мое видео. И мы продолжим создавать новые справки. До свидания.